Представители знака зодиака Овен. Здравствуйте, умные мои дорогие. Таро расклад, Таро прогноз. Лето 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем подсказки карт. Летний период будет обусловлен планетарно переходом Юпитера в знак Близнецы, который состоится в конце мая, 25 числа. И в начале лета для всех нас это может быть как новое вдохновение или приток жизненных сил, возможностей. Мы будем более склонны к изучению новых знаний. Какие-то интересы у нас могут появиться новые знакомые в нашей жизни. И в целом более открытое общение, когда нам интересен мир. Энергия Юпитера в Близнецах стимулирует интеллект, делает нас более легкими на подъем. Это волшебный транзит, который обещает период самих по себе каких-то возможностей. И это не только на лето, но летом происходит начало. И рассмотреть новые горизонты своей жизни в целом. Летом 24 года приглашают нас планеты, как будто так. Давайте мы узнаем. И мы достанем 3 карты в самом начале. Они будут ознаменовывать 3 месяца по отдельности. Июнь, июль, август. И далее мы раскроем на второй колоде, что это в целом по направлениям жизни, по сферам жизни для вас может означать. Итак, на колоде ангелов по месяцам общий прогноз, энергия июня, энергии июля. Может быть, сферы жизни нам покажут, которые для вас будут наиболее активно проигрываться. И на второй колоде мы достанем те карты, которые ближе к нашему пониманию, более конкретны, может быть, по части нашей работы, по финансам, по личной жизни. Вот давайте по одной карте. Первая у нас будет как дела, работа, бизнес. Традиционно посмотрим. Общая характеристика на лето. Вопросы финансов, деньги. Личная жизнь. И дальше мы тоже раскроем, кто один, кто в паре, кто, может быть, в поиске или в каких-то сложных отношениях. Что вас будет радовать, будет следующая карта. И неожиданности, мои дорогие овны. Итак, приступим. Июнь месяц. Чем ознаменуется или в каких энергиях? Прекрасно, 21-й старший аркан. Вот, может быть, какая-то работа или ваше начинание прежде, то, что вы проделали с начала года, даже не с начала, наверное, у кого-то может проиграться и так, ведь, к примеру, Хирон уже вас на протяжении нескольких лет, так вот невольно даже вы, если где-то не собирались что-либо менять, он вам мог предоставлять те ситуации, в которых вы вынуждены были делать какой-то выбор. И плюс еще изменение лунных узлов сейчас, они на вашей оси. То есть есть все равно, поскольку 21-й старший аркан – это итог, и это самореализация, или это, как известие, информация о том, что какое-то дело у вас получилось. По этой карте, это карта мира, гармонии в душе, нашего внутреннего баланса, когда у нас вообще возможности какие-то новые открываются, мы подводим итоги, когда нас все больше радует. И если мы говорим про июнь, сам по себе месяц может говорить о путешествиях, почему нет? Кто-то поедет в отпуск, или по работе, может быть, у вас как релокация офиса, или вы меняете работу. Но в любом случае, что бы тут ни было, июнь – благоприятный месяц. Кстати, период, когда вы можете со всеми договориться. Мы с вами сказали, что это сотрудничество, общение. И по карте мир это в каком-то особенном ключе. Есть возможность точно, как и с людьми по работе, с коллегами, соседями, какие-то вопросы решить. Может быть, это согласование с инстанциями. Но когда вы получаете итог, процентов, если не на 100, мои дорогие овны, процентов на 70 все равно останетесь довольны. Это у нас энергия июня. Каков июль? Вообще мне нечего добавить. Карта мага. Да, по этой карте, когда ваша очень сильная позиция
И когда вы очень много чего можете для себя осуществить, когда вы набираете отчасти темп с учетом этих двух карт. Если мы сказали про итог, кто-то может что-либо завершать в июне и приступать к новому уже в июле. Или как сфера деятельности у вас может меняться в течение лета. Если вы планировали переезд, это все осуществимо. Помогу, возможно, все. Но это совершенно не ваша огненная энергия, мои дорогие овны. Все-таки это карта манипуляций больше. Или разумных манипуляций, назовем так, разумного общения, правильных выводов. Когда больше работает наш интеллект, когда мы не склонны к тому, чтобы собой рисковать, никогда маг с собой рисковать не будет. Он, наоборот, найдет 1001 способ подстроить ситуацию как-то под себя. Или он адаптируется к ней, потому что понимает, что да, что бы я там ни хотела осуществить, есть какая-то реальность. От этого как будто отталкиваемся. Но у вас два старших арканов. На кону что-то очень важное. То, что мы говорим по судьбе. Август. Король кубков. Вопросы личной жизни, вопросы вашей семьи. По этой адаптация идет карте. По этой карте также как помощь близким или помощь вам, мои дорогие. Сама по себе карта благополучия, уверенности. И когда есть правильное взаимодействие с людьми, если вы кому-то помогали, помогают вам. Есть правильное сотрудничество. Может быть, мои дорогие овны, правда, новые люди могут появиться в вашей жизни или в вашей семье, правда, кто знает. Тут по-разному может быть. И есть еще такой момент, когда вы, в принципе, сбалансируете вопросы материальных благ или где я буду зарабатывать деньги, или откуда ко мне приходят деньги. То есть денежная какая-то ситуация стабилизируется. И по чувствам тоже баланс. Может быть, для кого-то август месяц, новое знакомство, как знать. Но вообще лето для вас открывает какие-то новые возможности. И в то же время позволяет увидеть вот этот самый итог. В чем-то вы останетесь довольны, но это не та какая-то узкая дистанция, когда, ну, вот в нашей жизни так бывает, что-то мы едва успели решить, и на нашу голову обрушились какие-то новые проблемы. Нет, мои дорогие, по картам, по энергиям, возможности у вас есть. Здесь вот потихоньку нам не говорят, и, кстати, по карте мага на июль, нам не говорят, что мы с места в карьер куда-то рвемся. Это больше мы настроены себе, повторюсь, не навредить. Поэтому, может быть, и придется использовать искусство мелких шагов, не без этого. Но этот период летний вам даст возможность как и отдохнуть, как и вдохновиться чем-то, уделить внимание себе, своей личной жизни, вопросам любви, вопросам счастья, вот так даже на более глобальном уровне. Давайте мы узнаем. Дело, работа, бизнес, каковы энергии. Может быть, в вашей жизни человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли. Это у нас Телец, Дева и Козерог. Или имеет там асцендент. Но это вы сами по себе люди надежные. Может быть, это просто ваша энергия. И пусть у нас выпадает королева, неважно. Королева умеет создать, именно королева Пентаклей. Немножко разное значение с королем Пентаклей, поэтому по полу карту мы не рассматриваем. Так вот, королева Пентаклей из любого хаоса умеет создать порядок, уют, комфорт. Вы можете по этой карте сделать свое хобби настоящим заработком, монетизировать, как мы говорим, да, или то, что вы, может быть, если вы креативите, что-то создаете, творческий человек, по этой карте прекрасная реализация. У вас действительно что-то получается сделать, или конкретно заработать деньги, или, мои дорогие, в течение лета осуществить переезд, или практически его осуществить, по крайней мере, что-то для вас, вот как из хаоса порядок, так и у вас упорядочивается. Вы по-новому организуете свою жизнь. И это может проходить с учетом этой карты. У кого-то в личной жизни, у кого-то через работу, у кого-то из вас как новая возможность заработать деньги. Что я имею в виду? Может быть, дополнительный доход. Или вы начнете изучать какое-то дело, и оно вас увлечет, и в последующем станет новым способом заработка, причем очень доходным. Правда, вопрос денег у вас, ну, как будто все получается. И вот планомерность тоже в этой карте. Нет какой-то синкопы. И обещает нам эта карта дела, работа, бизнес. То, что вы себе запланируете,
то вы это вполне можете осуществить. Ну и финансы тоже. Или вопросы семьи. И вот, кстати, по финансам, даже для тех, у кого с финансами какой-то минус, пятерка пентаклей, или то, что у вас, ну, что-то не стыковалось. Может быть, вы хотели закрыть кредит или наоборот, взять какую-то ипотеку и решить вопросы по жилью. У вас все равно получится. Но к финансам быть предельно внимательным в течение лета. Значит, будет где-то посыл, может быть, потратить больше. Еще по этой карте идет такое значение, или как совет это можно расценивать, что у вас будет больше денег, если вы сумеете быть великим отчасти манипулятором, или вы сумеете со всеми договориться. Более лояльное состояние ваших дел, ваши контакты, когда нет каких-то споров, когда нет дистанции в общении между людьми, вам тоже способствует, чтобы решились многие денежные вопросы. Примите это к сведению. Выпадает эта карта, значит, есть риск, мои дорогие овны, когда от резких наших заявлений мы себе как-то можем напортить еще и по части финансов. Финансы есть, финансы будут. Нам первая карта выпадает стабильности. Но все-таки конкретно на финансы выпадает пятерка пентаклей. Поэтому будем реалистами. Вам придется как и свой статус сохранять, как и возможности, как, может быть, то, что вы уже теперь достигли. И это все развивать. Не должно быть никакого риска. И этот риск может быть отчасти, ну, где-то через неправильное общение с людьми. Вот придется быть в других энергиях. И карты предвещают очень прекрасный прогресс. И, кстати, по личной жизни нужно быть дипломатом, ну, видимо, как по деньгам, точнее, решая вопросы финансов. Может быть, это вопросы по имуществу. У кого-то ведь и так. В конечном итоге это все то, что к деньгам сводится. И возможности у вас не ограничены. Давайте мы с вами посмотрим, что нам на личную жизнь. Сама по себе личная жизнь у вас в расцвете должна быть. Понятно, что если вы один-одна, допустим, в таком сольном варианте вы не планируете каких-то встреч, или вы об этом мечтали, но с позиции «было бы неплохо», но вы себе не ставите как задачу. Для овнов важно поставить задачу, а потом разработать план действий. И это касается личной жизни. Так вот, если вы уходите, ну, где-то как в отшельника, да, закрытый от мира, от общения, или вы не желаете знакомиться в принципе, у вас какие-то другие, может быть, задачи стоят, или настроение, все же меня смотрят люди совершенно разные, то тогда не будет обратного общения, понимаете? Люди будут считывать ваше настроение. Но для тех, кто хочет познакомиться, определенно летом есть возможность. Есть еще и много других возможностей для тех, кто уже в союзе. Все же, опять же, два короля кубков. Может быть, по личной жизни это будут вопросы, связанные с родственниками. Но именно по личной жизни нам не обещают каких-то трудностей. Или если они есть, как, может быть, перемирие нужно совершить, или какой-то глубокий разговор, договориться, проговорить то, что в нас долго сидело и мы скрывали. Возможности найти общий язык есть, мои дорогие овны. Давайте мы спросим, для тех, кто один или одна. Конкретно достанем по одной карте. Ну, вот я говорю, если вы закрыты от мира, или если вы настроены больше спорить, отстаивать свою точку зрения, то вряд ли, ну, как-то получится найти баланс. Все-таки мир у нас выпадает карта, это в первую очередь душевный баланс. Хотя у нас и рыцарь выпадает, поэтому сама судьба вам может послать какое-то знакомство. По крайней мере, какой-то новый человек внезапно может появиться. Но вы с ним попросту можете поругаться конкретно. Есть такой момент. Хотя, с другой стороны, для кого-то это может быть новое знакомство, когда вы смотрите на человека и думаете, он какой-то с другой планеты, он будет в других энергиях. Поэтому пока вы с чем-то не разберетесь, может быть, не рубите сгоряча. Овен может. Что-то не понравилось, ну и ладно, подумаешь, будет что-то другое. И в этом тоже, кстати, есть правда и истина. Но человеком может, кстати, знаете, человек, точнее, может иметь сложный характер. Вот это всегда по рыцарю мечей. Но этот человек будет говорить, скорее всего, то, что он думает искренне. Но
каждого свое или у каждого какое-то свое направление. Давайте для тех, кто в паре, мы посмотрим. Люди семейные или просто вы в паре живете вместе. И здесь туз жезлов, вы можете сообща даже бизнес начать летом или прийти к какому-то решению. По этой карте вы можете, допустим, перевести, решить, что мы переводим наши отношения, если была дружба, на другой уровень. Туз жезлов, какое-то что-то решать вы определенно будете. Или в вашей семье какая-то новость, информация приходит. И нам говорят, что по двум этим картам короля кубков нам уже сказали, что все как-то планомерно или больше со знаком плюс, но еще и какими-то новыми известиями, возможностями, которые отчасти окрыляют ваш союз или новое вдохновение добавляют, больше романтики, может быть, приносят, ну, по этой карте больше огня, больше страсти, мои дорогие овны, поэтому это тоже хорошо. Для тех, кто в сложных отношениях, давайте посмотрим. Пятерка мечей. Ну, вот смотрите, всегда эта карта первого победы считается. Ну, пусть не всегда, но в основных колодах. И тут значение только одно. Мы победили. Но нам от этой победы ни холодно, ни жарко. И как совет, эта карта идет, не увеличивая дистанцию конфликта. Есть возможность всегда договориться, если вы того захотите. И тут, конечно, двояко. Если ваш союз уже окончательно утратил взаимопонимание, то по Юпитеру в Близнецах, мои дорогие, это тот период, когда мы легко расстаемся, когда мы не сожалеем. Прежде, может быть, мы, ну, как-то долго раздумывали, пропускали через себя, через свою душу, чувства, а здесь нет. Тут все очень, кажется, просто легко, и даже разорвать какие-то отношения будут тоже легко. С другой стороны, также легко будет и помириться. Поэтому у каждого по-своему. Примириться возможность точно есть. Ну, а насколько для вас это актуально, каждый будет решать сам. Хотя больше карта говорит, именно не увеличивать дистанцию конфликта. Идем дальше. Давайте мы посмотрим, что вас будет радовать. Вот смотрите, какая-то история, которая как разрушение была. Или то, что вот как сердце, пронзенное мечами. Нам не говорят, что это уйдет безвозвратно, или вы забудете какую-то прежнюю грустную историю. У кого-то через личную жизнь это произошло. У кого-то, может быть, несостоявшаяся самореализация в какой-то теме или направлениями. Но часто это конечный итог, как либо предательство, либо то, чего мы не ожидали. Но это было прежде. И это было очень больно. А теперь нас это не ранит. Теперь здоровое равнодушие. Что вас будет радовать, когда вас что-то эмоционально не цепляет? Раньше, может быть, вы в своих энергиях, находясь, хотели бы парировать или кому-то что-то доказывать. А здесь вам будет, как мы говорим, фиолетово, вообще все равно. И, может быть, даже люди какие-то, но как заново появляются в вашей жизни, и, зная вас прежнего, пытаются вас чем-то зацепить. А зацепить вас невозможно, потому что доля здорового равнодушия, вот это будет радовать. И, безусловно, какой-то прежний опыт, который вас сделал сильнее. И самое главное, он, наверное, вас и сделал вот этим магом. И вы вот этот момент, тонкий нюанс, вы прочувствуете. Давайте мы посмотрим неожиданности. Паж жезлов – это как предложение, как какая-то новость, обучение, мои дорогие, или неожиданности от ваших детей, может быть, какая-то новость к вам придет. Возможно, по этой карте вас что-то или кто-то позовет дорогу. По этой карте вы готовы к новому импульсу, или вот, как я сказала, по транзиту, очень важный транзит, и он... Юпитер в знаке близнецов, именно в первом доме. А близнецы у нас со всеми умеют договориться. И это близнецы открыты миру, контактам, которые, знаете, как воздух у нас поддерживают новый привкус свободы. И вот вы это тоже можете в неожиданностях, ну, где-то в себе заметить. Вообще у вас происходят перемены в вашей жизни, и именно потому, что вы меняетесь изнутри. Я имею в виду, вы по-другому смотрите на мир. Вы по-другому оцениваете сами себя.
вы не хотите куда-то поторопиться и себе навредить. Вы будете больше в течение лета склонны себя сохранять. Давайте совет достанем. Следуй по пути своего счастья. Слушай свою интуицию. То, чем раньше ты не пользовался методами, применяй. Лучезарная дельта, которая у нас над кубком, это, ну, где-то иметь возможность анализировать ситуацию вот так, как горизонт широко. Сравнивать то, что было прежде, как какой-то опыт, то, что у вас происходит в данный момент, и предвидеть на несколько шагов вперед. Помимо всего прочего, безусловно, кубок, эмоции, тепло, душевность, любовь. Ну, наполненность как и вдохновением, так и новым чувством свободы. И с другой стороны, у нас рыбы золотые, и это один из символов благосостояния и денег, безусловно. Поэтому деньги, есть деньги, будут, но в других энергиях рассматривать все возможности. Двигаться, карта буквально советует, в направлении своего счастья. Чего-то не упустить. Может быть, для вас летний период будет очень важен. И карта напоминает нам о том, что не думай, что вот какие-то бонусы ведь будут. Что-то у вас получается летом. Хорошо получается. Вы собой остаетесь довольны. Но вот это нужно как-то продолжить. И перекладывайте на себя, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.